Между тем мы все еще на высоте больше 2 километров. 2220 метров. Велосипедисты туда-сюда, туда-сюда, да? Ух, ничего себе, какие облака. Есть ощущение, что мы едем прям в это могучее облако. Очень красиво, очень живописно и даже драматично из-за облака. Там солнце вообще, и с другой стороны тоже солнце. Что хоть. Мы реально, облако не просто над нами, а мы едем по облаку. Мы типа там живем. Мы облачные люди. Новое место, несмотря на непогоду, мне уже кажется, нам уже кажется, что это, наверное, будет одно из лучших мест, где мы, ну, по крайней мере, в этой поездке останавливались, а может быть и вообще, потому что уже вот так вот, окинув все взглядом, ну, здесь очень круто. Пойдемте смотреть. Так. Ну, сразу. Здесь кухня, оборудованная всем необходимым. Тут сразу видно, чего только нет. Здесь, понятное дело, ложки, вилки, все. Вот здесь есть не только кофемашина, но и капсулы, что не всегда. Бывает по-разному. Бывает по-разному, да. Бывает есть кофемашина. Капсулы есть, да. причем. Капсулы здесь есть. Обычный кофе, кортадо, Несквик, какао. Чаи. Здесь для того, чтобы для натуральной инфузии шалфей. Такой шалфейчик стоит. Ну, понятно, это все, да. Здесь микроволновка, духовка. Здесь что у нас? Ну, тарелки. Тарелочки, стаканчики, стаканы, чашечки. Чашечки, бокалы. Все такое. Ведро. Вот. Здесь. Хорошо обратить внимание. Сейчас я сразу тогда открою, чтобы свет был. Прям не могу, у меня глаза разбегаются от всего этого. Здесь. Такой welcome. Пакет. Пакетчик. Да. Как это сказать? Приветственный набор. Бананы, яблоки. Здесь местные печеньки. Мед Тенерифе. С Тенерифе. Здесь тоже какой-то мед, наверное, да? Или какой-то мармелад. Это какой-то мармелад. Мармелад такой, мармелад сякой. Еще какие-то печеньки, орешки, которым кто-то сегодня будет очень рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Вино белое, вино красное. Местные вина. Ну, вы знаете, что мы с винами будем делать. Правильно? Угу. Догадываетесь. Где-нибудь спрячем для вас. Такое все новое. Видно, что это прям либо очень новое, хотя у этого жилья очень много отзывов. То есть не прям навехонькое. Но несколько лет ему есть. Но видно, что в таком хорошем состоянии все это поддерживается. Что прям как будто бы вчера только вот закончили ремонт. Угу. Здесь какие-то все в каких-то приятных. Здесь смотри. Конфетулечки, ириски. Кто-то у нас сегодня будет есть ириски. Я. Полотенца. Сейчас еще расскажем, для чего эти полотенца. Давай сразу посмотрим, что у нас там в спальне. О, как здесь мило. Здесь шоколадочки лежат. Ты посмотри. Шоколадочки такие лежат. Все такое. Как включать? Так, сейчас здесь включим. И вот здесь включим. И везде включим. Что такое? Вот так. Все такое прям, ну, очень, да? Угу. Какое-то. Здесь и тоже хочется сразу открыть окно. Так, а там инжир. Прям в окно спальни. Вот так вот прям заглядывает инжир, до которого можно даже дотянуться. Может быть, там есть пара спелых. Ты видишь? Угу. Там инжир. Я в каком-то прям, скажи, да? Давай дальше смотреть. Там? Здесь лед всякий. Здесь лед, да. А вот здесь, пожалуйста. Ну, во-первых, да, яйца от местных куриц. Да. Вода газированная. Вода газированная, пиво. Вода обычная. Вода обычная. И местный сыр. Ну, покажи. И местный сыр козий. Козий сыр, да, это же специалитет, это козий сыр. Полутвердый сыр. Полутвердый. Это традиционный сыр, но, видать, мягенький. Мягкий. У нас есть, смотри, твердый сыр с собой. Полутвердый. Полутвердый теперь и мягкий. Какое-то чудо прям. Скажи. Такое ощущение, что нужно здесь остаться, только
есть это все, не выходя из этого прекрасного дома. И то ему же не успеть. Ну, пиво мы не выпьем, воды столько мы не выпьем. Печеньки съедим, ладно. С печеньками разберемся, хотя тоже вряд ли все. У нас же еще свои есть. Мы сейчас еще выйдем из дома. Это очень чистенький, аккуратненький, тоже весь новый, стильный душ, большой умывальник, туалет. Приятно пахнет. Пахнет, ну реально, вот как будто бы отремонтировали и все вот обставили. И все очень чистенько, все прям как же прекрасно, да? И это не отель, это гостевой дом, в котором мы одни. Больше никого нет, это все наше. Сейчас покажем, что еще наше. Здесь у нас такая терраса. Прекрасно. Как хозяин сказал, что здесь можно сидеть и пить вино. Но у нас есть Дорадо Тостадо, а вино мы для вас оставим. Но сидеть мы, конечно, здесь будем. Не только здесь сидеть, но и вот здесь сидеть. Висеть. Висеть, да. Посмотри, как вообще, да? Даже облака не портят этого всего. А там вон Пойдем еще вылазят дальше. чьи-то уши. Пойдем еще, да, там. Мы же любим животных. Пойдем, пойдем смотреть. Там живет ослик, которого зовут Саванера. Будем знакомиться. Смотри, какой хороший. Какой хороший ослик. Привет, Костя. Дружелюбный. Привет. Какой ты хороший. Такие уши прекрасные. Хороший какой. Очень. Улыбается, улыбается. Привет. Да. Смотри, что это такое. Он говорит, ну дай мне что-нибудь. Может, у тебя что-нибудь Ничего есть? нету, прости. Такой сладкий, такой сладкий. А там куры. Вот этот весь домик с этой прекрасной террасой, и не только с этой прекрасной террасой, на сегодня весь наш. Пойдем дальше смотреть, потому что на этом все не заканчивается. Ну, кроме того, у нас еще такой потрясающий вид бонусом. Ничего, что в облаках. Все равно очень красиво смотрится. Небольшой бассейн, ну катка. Большая, да. Да. Он сказал, что вода немножко прохладная, что в принципе правда, она не такая холодная, как была, где мы сегодня останавливались. Ну вот, Ну, пожалуйста, с таким видом. да, она не нагрелась. Потому Она что когда подогреваемая? солнышко, да, она нагревается. Что тут уж грейпфруты, да? Мы уже их видели, да. Это грейпфруты. Это не искусственный газон, это Нет, это как настоящий. сегодня и как позавчера у нас был. Позавчера у нас был, да, искусственный газон. А здесь вот такой вот вид. Такой таинственный, да, сейчас? Но, может быть, погода сжалится и откроет нам как-то чуть больше красоты этого места. Очень хочется надеяться. Очень хочется. Ходим. Может быть, нам удастся еще этим воспользоваться, но если нет, то все равно приятно это иметь рядом. Может быть, не совсем спелый, но очень сладкий уже. Сладкий, да? Как не спелый, спелый. Смотри, Спелый? Угу. Очень вкусный. У нас здесь вот с еще этим деревом подружимся. инжир есть, да. Прекрасно. Можно прямо из спальни протягивать руку. Это какое-то чудо. Ну, это очень, да, это очень прям все красиво, стильно, аккуратно, и хочется здесь остаться жить. Несмотря на погоду, которая добавляет этому месту тоже какой-то таинственности, да? Да. Посмотри, как там облако. А там еще один есть местный житель, Пунтал Собакин, который не очень хочет пока еще с нами знакомиться, но очень красивый. Что за сладкая морда такая? Хороший какой. Реально, да, вот облако и мы на Тенерифе, это что-то, мне кажется, Тенерифе нам хочет сказать этим.
Вы знаешь, когда люди приземляются в одном из аэропортов в Тенерифе, кто-то там решает, к кому прикрепить облако, а кто свободен без облака передвигаться по острову. Вот чем мне нравятся Канарские острова, как многие другие острова, что за солнцем всегда можно съездить. Неужели мы добрались до пляжа? Не верю своим глазам. И не просто до пляжа, а пляжа, на котором можно искупаться. Раз добрались до пляжа, значит надо идти купаться. Ну как? Прекрасно. Сначала кажется, что прохладноватые, но потом очень хорошо. Я не верю, что мы на Тенерифе добрались не просто до пляжа, а добрались до пляжа, на котором можно окунуться. Это первый наш заныр, так сказать, на Тенерифе. Не верю. И вода такая прекрасная, красивая. И припарковались мы без проблем. Что это вообще? Спасибо, Тенерифе или это? Такая приятная. Да, хорошая. Прям вылезать не хочется. Ага. Тенерифе и пробки. Тоже Пробка Рифи. обычная история. Водить на Тенерифе и ездить, собственно, в принципе, в машине на Тенерифе это... Или стоять. Или стоять, ну, в общем, все, что касается Автомобильного трафика здесь отвратительно. кошмар какой-то. Дороги на Тенерифе, движение, пробки вообще не способствуют тому, чтобы Полюбить этот полюбить остров. этот остров, да. Дико раздражает. Ты большую часть времени на дорогах здесь просто бесишься. Стоишь и бесишься. И самая ненавистная вещь — это круговые. Как что за них все и происходит. Вокруг них все время какая-то жопа. Вырвались. Прям в тучи едем. Обычно мы такие в небо едем, а на Тенерифе в тучи. Кучерить. Здрасте, приехали. В общем, мы реально сегодня ежики в тумане. Просто вот мы ехали, и это самое облачное место, которое мы вот сейчас по дороге видели. Нам бы друг друга не потерять в этом тумане. А где-то солнце, волны, пляж. Но зато так мы еще не жили. Так еще нет пока. Дорожка еще такая узкая, и реально дальше 15 метров вообще ничего не видно. Ну, такого опыта у нас еще не было. Прям реально между тобой и мной туман. Да. А уж что говорить. Помните, там где-то гора была, там ослик, там инжир. Вы думаете, дать яблочко ослику? Пойдем дадим яблочко ослику. И пополам порежем? Давай, Ты давай. дал половинку, я дал Хорошо. половинку. Пока ослика видно. Чьи уши здесь торчат, а? Мы обещали тебе яблоко. Да, и мы пришли сдерживать обещания. Улыбается, смотри, улыбается. Ой. У тебя такие зубы, правда. Я не знаю, мы немножко боимся. Ну упала. Ну упала. Начинается вот это. Давай я сюда положу. Так вот. Ой, Да что ж ты будешь? Ты вот сюда я понимаешь? положу, а тут заберешь? Не поваляешь, не поешь. Ой, Ты нежно берешь. ой, хорош. Все правильно. А можно же яблоки ослика? Можно, конечно. Ну все, нету. Ну ты хороший. Все, пошел спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой. Спокойной ночи. Холодно. Да. Прохладно. Мы готовы ужинать?
Мы готовы. А вы готовы? Такие креветоны у нас Глазастые. сегодня. Сыр мягкий, козючий, Полумягкий. полумягкий. Простите, И пожалуйста. вкусный, не полувкусный, а вкусный. Колбаска сыровяленая, какие-то хрустки, хлеб традиционный с анисом, который нам здесь очень сильно полюбился. Пирожулечек с гуавой и миндальные печенюшки. Фалк тостада раз, фалк тостада два. Фалк. Фалк, фалк. Оно же в багажнике волтузилось. Но оно волтузилось. Мастер-класс, да? Нет, почему? Мне тоже сейчас будет много пены, оно же волтузилось. Нет. А? Видимо, оно... моя банка волтузилась, твоя нет. За вас, за нас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. И поменьше нервов на дорогах. Да. Пожалуйста. День начинался и проходил прям как-то волшебно. Так столько много всего произошло, кажется, это было уже давным-давно. Все смешалось, кони, люди. Послы. Мы начали день прекрасно с лошадками. Был сумасшедший завтрак, сумасшедший прекрасный завтрак с миллиардом людей. Но они нас... Это было лишнее. Да, люди, миллиард людей. Ну да. Ну, в смысле, мы думали, что мы чуть ли вообще не одни в этом модели останавливаемся. А оказывается, изо всех номеров понаползли люди и устроили там какой-то проходной двор в месте, где мы завтракали. Но нас это не смутило, нам этот день не испортил. Мы прекраснейшим образом позавтракали, попрощались с коняшками. И весь день был такой прекрасный, с визитом на Тейде, с подъемом на выше 3,5 километров. Как-то прям замечательно все было. И потом мы приехали сюда, этот прекраснейший дом, красиво, ослик, так замечательно. И вот на тебе вот эти дороги. После Ну, на пляжа. свете. Мы даже Да. на пляж приехали, Даже на припарковались. Погода была отличная, можно Искупались. было искупаться, не было сильных волн. И вот на тебе дороги. Да, и мы застряли в пробке. Нас и этим не смутить. Поэтому мы довольные, ужинаем, вкусные креветки. Поздравляю, все прекрасно. Так, а я хочу попробовать сыр. Он такой масляный, пахнет. Вкусно, да? Очень вкусно. Что-то напоминает? Вообще не похож на козий сыр. Это же тоже козий сыр? Да. Вообще не похож на козий сыр. Очень вкусный. Не сильно насыщенный, потому что козьи сыры здесь вот именно, они не такие, как мягкие козьи сыры, но такие насыщенные по вкусу. Который твердый, наверное. Может, они как-то чуть более А выдержаны. этот прям очень вкусный. Вторая баночка, это оказалось масло козье, сливочное. Мы его завтра попробуем на завтрак. На тостике. Мазануть. Мы еще не знаем, какой завтра будет завтрак, он здесь включен. Мы с ужином, здесь есть недалеко ресторанчик, который нам хозяин посоветовал тоже. У нас такой прекрасный дом. Вообще была надежда присесть на террасе. Но вы видели, что там происходит. Там сырожопица, серожопица, мокрожопица. Облагожопица. Облагожопица, да. Поэтому мы все, что купили, вот здесь организовали. Но ехать никуда не хотелось. Хотелось максимально насладиться этим местом. У нас здесь всего одна ночь. Получается вечер, ночь и утро. И вот хочется как-то вот этим всем насладиться. Надеюсь, завтра облако с утра нам не помешает. Скажи, как печеньки. А что, печеньки так говорят? Но они хрустят, я не умею хрустеть. Надо сказать, что Тенерифе выматывает. Прям вот такая усталость в конце каждого дня, да? Не хватает здесь. Вроде как ты окажешься рядом с океаном, и как какие-то силы он возвращает, но вот все вот это вот остальное, оно что-то как-то, да, не наш остров. Ну, уже понятно, что не наш. Здесь есть вещи, которые обязательно нужно посмотреть, как вот, например, вулкан Тейде, там, ущелье Маска. Красиво, но, скорее всего, он будет наименее любимый из всех Канарских островов. Из-за количества людей, машин и организации этого всего. Здесь как-то не справляется, мне кажется, с туристическим потоком зачастую остров. Муха задолбала. Уйди с пирога.
Угу. Креветки Еще и муха. Что мухи тут? Уже полюбившееся нам мороженое в кокосе, в настоящей кокосовой кожуре, кокосовое мороженое. Вкусная. Вкусное. Как такое подтаявшее сливочное мороженое в стаканчиках раньше такое было. Да? Или мягкое мороженое. Вот мягкое, оно как мягкое мороженое, да? Ну, то есть не дубовое, Нет, нет. которое, вот знаешь, там не отковыряешь ложкой, если оно только из морозилки. Очень вкусное. Прям не просто мороженое, а такой Десерт. десерт кокосовый. Посыпано кокосовой стружкой измельченной. И какое-то оно, как будто воздушное-воздушное, взбитое. Вкусно. Всем срочно надо. А кокосовые вот эти вот половинки я с прошлого раза помыл и в чемодан сложил. И с этими то же самое планирую сделать. Потому что мне кажется, что дома можно придумать, что с ними делать в качестве антураж для съемок, ну и для подачи каких-нибудь десертов, да? С этими полукокосиями. Конечно, можно купить кокос, все это сделать, но здесь они очень ровно порезаны. Такое можно сделать только каким-то специальной штукой, которой у нас, очевидно, нет. Электролобзиком каким-то. А здесь фабрично они все сделаны, обработаны. Что они не острые, такие прям идеальные. Рекомендую купить, съесть мороженое. И будут у вас кокосовые чашечки. Чё? Я не могу отделаться от ассоциации с сериалом, который мы недавно смотрели. Эд Гейн. Нет. Нет. Не надо. Кокос. Мы про Кокос. кокос. Да. Да. Все.